Тёмов Сергей, я тренер по боксу и кроссфиту. И мой сегодняшний челлендж – подтянуться максимальное количество раз за 30 минут. У меня нет турника, но есть поблизости балка от ворот и строительные перчатки. Засекаем время и погнали. Пока я делаю первые повторения, давайте разберем теорию. Зачем вообще нужны подтягивания? И почему это базовый маркер силы? Подтягивания – это лучшее упражнение с весом собственного тела для развития мощного верха. Они развивают выносливость, укрепляют хват, улучшают осанку и создают тот самый желанный V-образный силуэт. Это не просто спорт, это жесткая функциональная практика. Сегодня я подтягиваюсь обратным хватом. Это самый удобный вариант на данной перекладине. Время отдыха между подходами для вас я ускорю на монтаже, чтобы видео стало короче. Приятного просмотра! В биомеханику обратных подтягиваний. Какие мышцы здесь работают на пределе? В отличие от прямого хвата, обратный хват смещает акцент на две главные мышечные группы. Первая – это, конечно, широчайшие мышцы спины. Они выполняют основную работу по приведению плеча к туловищу. Вторая – двуглавая мышца плеча или наш бицепс. Из-за супинации кисти бицепс здесь сокращается в анатомически максимально выгодном положении. Также активно включаются большая круглая мышца, ромбовидная и нижняя часть трапеции. Нагрузка на предплечье огромная, особенно на этой балке ворот. Мои старые перчатки – единственное, что спасает кожу от мозолей прямо сейчас. Несемся в мою голову. Что происходит с организмом во время длительной физической нагрузки? Это чистая химия и гормоны. В конце первого подхода я чувствую себя в приподнятом настроении. Эндорфины уже вошли в кровь. Я заряжен и готов покорить эту цель. Кажется, что все пройдет легко. Но иллюзии быстро тают. В конце третьего подхода начинается ломота и жесткое натяжение в мышцах. Это закисление. Лактат начинает заполнять волокна. На пятой минуте усталость накатила волной. Принимаю тактическое решение уменьшить количество повторений в одном подходе, чтобы распределить силы. На 8-й минуте биохимия берет верх над логикой. Мозг пытается спасти тело от стресса. Появляется мысль: 30 минут – это слишком много. Надо сократить. Давай сегодня сделаем 15 и хватит. К 10-й минуте усталость в мышцах становится критической. Чтобы удержать темп, я осознанно увеличиваю время отдыха между подходами. К этому времени я уже перевалил за 100 повторений, хотя тогда в процессе я вообще не считал и не знал этой цифры. Я просто работал. И тут происходит магия физиологии. Когда подошла 15-я минута, состояние внезапно стало даже лучше, чем в самом начале. Да, была дикая усталость, но вместе с ней открылось второе дыхание. Появились силы продолжать. Организм полностью адаптировался к стрессу, выбросив в кровь порцию кортизола и адреналина. Спустя 20 минут терморегуляция вышла на пик. Организм разогрелся настолько, что я буквально промок от пота. Пришлось на паузе скинуть кофту, чтобы тело хоть немного охлаждалось.
Когда на таймере осталось всего 10 минут, включился азарт. Я сказал себе: слушай, а это не так уж и сложно. Можно будет когда-нибудь замахнуться на целый час, но уже на нормальном, удобном турнике. И вот финишная прямая. Осталось всего 5 минут. В этот момент начинает мощно работать дофамин. Он помогает идти дальше на чистом энтузиазме, блокируя чувство усталости. Я решаю сократить паузы между подходами, чтобы выжать максимум. Но биомеханика неумолима, мышцы забиты, реальных физических сил уже объективно не хватает. Последняя минута. Отдых сокращен до минимума. Руки скользят, силы на исходе. Каждый подъем через зубы и характер. Время. Ура, я сделал это. Чистое преодоление. 221 раз за 30 минут на балке от ворот. Спасибо, что досмотрели до конца.